На связи Павел Сивков. Здравствуйте все. На данном уроке рассмотрим очень интересное явление – тон и цвет, как это влияет на наше восприятие окружающего мира и как мы это все переносим на картину. Для этого я открою одну картиночку, как физиологически устроен наш глаз. Посмотрите, вот глаз, слева падает свет, и он падает на сетчатку. Так, теперь как сетчатка устроена. Там есть колбочки, палочки, слои, нейронные всякие связи. И нас интересуют палочки и колбочки. Информация. Палочек у нас 130 миллионов. Колбочек 7 миллионов по сравнению с ними. Палочки — это очень сильно чувствительные элементы, которые могут видеть вечером в сумерках. Улица освещается, и вы что-то видите. Это видят палочки. Их 130 миллионов, и они как бы отвечают за безопасность, чтобы у нас все было хорошо, чтобы мы в любой ситуации могли распознать там что-то, передвинуться, пройти. А колбочки воспринимают уже цвет, и они работают при хорошей освещенности. Вы можете заметить, что в пасмурную погоду цвета как будто бы не яркие такие, они блеклые, потому что света мало. Когда солнышко выглянуло, все такое становится насыщенным, ярким, мощным. И когда мы рисуем цветную картиночку, как раз эти колбочки, они помогают нам различить вот эти цвета. Какой цвет, интенсивности цвета. Давайте посмотрим в процентном отношении. Палочек у нас 130 миллионов, а колбочек 7 миллионов. И вот они составляют всего 5%. То есть мы, в принципе, мир воспринимаем в черно-белом цвете. Без цвета. Основная наша система восприятия окружающего мира без цвета. А цвет, он как бы приукрашивает, он улучшает, он дает больше вкуса, да? Если вы вспомните, то раньше фильмы черно-белые подкрашивали. Был какой-то фильм известный, потом его отредактировали, добавили цвета туда, и он стал цветным, но не таким, конечно, ярким цветным, но с присутствием цвета. Он стал интереснее, привлекательней. Смысл в том, что мы видим основу всего через палочки. И если вы начнете картины воспринимать не через цвет, а через тон, о котором мы сегодня как раз на уроке поговорим, вы заметите очень много-много всего другого. И картины ваши станут более правильными. Давайте посмотрим. Вот, например, вот эта картиночка неплохая, мне очень нравится. Так вот она смотрится в черно-белом цвете. Видно, да? В принципе, она не изменилась. Мы просто убрали цвет. Вы можете это легко сделать. Взять у себя на телефоне и отредактировать картиночку с помощью фильтров. Любую картинку. Эту картиночку я увидел у учеников. Не моей школы, другой. Она сделана вот так вот. Здесь немножко потеря есть с формами. Я сейчас вам покажу. Давайте посмотрим на этой картинке. Вот верхние у нас цветные. Вот по цветным очень сложно заметить разницу. Вот как будто бы левая картиночка лучше, а правая чуть-чуть похуже. Что там хуже, мы не понимаем. Давайте пройдем ниже, посмотрим на небо. В черно-белом варианте. Небо в углу темное, в правом верхнем, в нижнем углу светлое. Видите, получается такая как бы объем, динамика. Посмотрите, какие яркие облака в правом углу. Посмотрите на картину справа. В принципе, художник достаточно, я бы сказал, с хорошим опытом, потому что он ракушку очень классно перерисовал. Видно, есть видение, все, но по тону здесь очень большой проигрыш. Посмотрите, как появилось пятно в воде темное. А посмотрите, какая более сочная тень под ракушкой. Так, ну и вода, естественно, да, вода с этой стороны слева более темная, справа там идет отражение облаков. Очень сложно увидеть, когда есть свет. Когда мы переводим в тон это все, это становится прям видно, понятно. Давайте посмотрим следующую работу. Ученик очень много проиграл из-за того, что у него небо, например, вообще с другой стороны темнее. С тенью вообще под проигрыш. Давайте посмотрим в черно-белом, чтобы было понятно. Вот так. Все сразу становится видно.
правый верхний угол на картине темный, здесь наоборот светлый получился. То есть динамика немножко в другую сторону пошла. Здесь видно очень темный песок. То есть он, в принципе, такой темный нам не нужен. Да? Ну и тень, естественно. Под ракушкой тень. Темная часть ракушки снизу, она такая тоже сплошная получилась. Сама ракушка сплошная. Ну и с водой что-то непонятно. Давайте что-нибудь еще посмотрим. Ну такая вот еще работа. Да, я бы сказал, даже больше символьная. Помните, мы говорили, правое полушарие, оно не рисует символами. Здесь они явно видны. Облака, как символы нарисованы. Вода такими полосочками конкретными. Полоска прибрежная волны длинная вдоль идет. Ну, естественно, ракушка тоже одинаковая, вся по тону. По цвету она, может, даже играет, где-то там такой цвет, где-то такой, но вся одинаковая по тону. Мы уже от этого уходим. Давайте пойдем дальше. Очень шикарная картинка, водопад. Прям восторг от нее полный. Ну вот, смотрите, как картину вот из этой же школы, с которой я там подсмотрел учеников, тоже нарисован такой вот водопад. Он опять проиграл по тону, так как вы видите, что основной свет, брошенный сверху, идет по правой стороне. Он прямо вот летит такой и на водопаде получился. В глубине водопада там есть такое синее, то есть белый яркий водопад, и он оказался в тени, он стал с таким синеньким, да, видно? И под водопадом есть тень мощная внутри, в глубине, она как бы делает картинку сочной. Она дает яркость водопаду, она усиливает вот этот свет справа. И давайте посмотрим, как это можно все увидеть без цвета. Вот. Вся правда сразу открылась. Посмотрите. Да? Давайте посмотрим левую сторону картинки, какие там тени, какая там глубина. Можете даже взгляд прищурить и увидеть, как все темно там, темно-темно. В общем, под водопадом глубокая-глубокая тень. Практически водопад на черной такой темной глубинной платформе сделан. Чего не показано у автора картины, которая справа. Да, посмотрите, вот этот камень внизу справа, какой он темный. Он дает сочность картины. Посмотрите, какая темная вода. Камушки. Вот здесь она светлая. Если мы начнем рисовать, исходя из тона, то мы будем картины писать правдоподобные, с погружением, то, которое нам дано природой. Пока мы рисуем вот эти символы, елочки, водопадики, какие-то камушки рисуем без подхода к тону, то мы работаем вообще другим отделом мозга. Когда мы начнем работать с тоном, то, поверьте, все изменится очень круто. И сегодня я решил дать вам вот эту картиночку. Сложная, конечно, она, но я думаю, что мы справимся. Набирайтесь терпения, будем рисовать, разберем очень много-много всего, нюансов. А для тех, кто чувствует свои силы, для продвинутых, я записал картиночку «Водопад», вот эту. Но там у меня полный экспириенс. Для того, чтобы полностью вас погрузить в тон, я беру другие цвета. То есть я не рисую вот этими оригинальными цветами, я беру другие оттенки, и там мы просто взрываем мозг и уходим в восприятие картины через образ, через вот это темное и светлое пятно. Поэтому, если кто-то будет чувствовать свои силы и немножко хочет заморочиться, можете этот урок еще тоже пройти потом. Он у меня будет внизу ролика, там размещена ссылочка на него отдельно. А сейчас переходим на ракушку. Я возьму для себя формат 20 на 15, это формат А5, половинка А4. Вы можете взять такой же половинку А4 или как раз открыточку поменьше, чтобы вам было проще. Смотрите по своим силам. Больше формат пока брать не надо, вы устанете и у вас получится плохо. Значит, нет задачи сейчас написать картину, задачка разобрать, как это устроено. И в принципе это можно сделать на любом маленьком формате. Также подготовьте все краски, размешайте гуашь. Кисточки такие же, как обычно. Салфетки, вода.
И поехали. Первым делом я отмечу горизонт. Возьму такую нейтральную красочку. Не темную, не светлую. Вот, ну, на образце. Давайте посмотрим, сколько там. Да, ну смотрите, примерно одна, ну, можно сказать, 1/3, но здесь не 1/3, если мы посчитаем, то практически даже где-то вот здесь вот середина, чуть выше середины мы берем. Можете... Вообще идеальный вариант, если у вас будет распечатка, и вы прям по распечатке формата А5 там или по-вашему ее отмерите. Так, я отмечаю здесь. Отмечаю здесь. И проверьте, да? Встаньте прямо над картинкой. Стой и проверьте, совпадает ли у вас здесь. И можете тогда сразу и серединку отметить, чтобы вам было удобнее линию провести. Если вообще сложно, то возьмите бумажку какую-нибудь этого же формата и поставьте. Вы видите вот это расстояние, вам проще будет взглядом сравнить вот эти две параллельные линии. Ну, потом, в принципе, можете и провести так же. Давайте я не буду утруждать себя точностями. Наша задача не в точностях, задача понимания. Сейчас все равно какую картинку нарисую, нам главное понять цвет и тон. Смотрите, что я подготовил. Я отрезал верх у нашей картинки, чтобы нам было легче ориентироваться, чтобы нам низ не мешал. Да? И поэтому я прямо вот так вот поставлю. И сразу видно, да, какой вот темный угол, какой светлый. Так, как мы это решим? Я возьму темный цвет, положу сюда и сравню. Видно, да, пока темновато. В принципе, камера у меня неплохо передает. Это темно будет, да? Если вот так, ну так, да, немножко соответствует. Угу. Так, теперь белый цвет. Какой у меня должен быть белый? Да, вот такой примерно тон. Четко видно сразу. Угу. Вот теперь моя задача сложить это все в единый оттенок. Я делаю это быстро, пока краска не высохла. Потому что у меня уже тут схватывается, прихватывает. Пускай не будет так гладко, как на оригинале, но нам главное сейчас цвета выйти. Мы так не сможем, как на фотошопе сделано, как фотография. Но хотя бы если бы это было масло, мы бы сейчас мягко могли сделать. У меня акрил, он высыхает моментально, прям вот уже все, он встал, уже дальше не двигается. Вот у вас гуашь, вы можете, еще у вас запас времени есть. Вот. Но если бы это был холст, например, не бумага, акрил бы еще бы подольше постоял. Не засох. Угу. Так, ну я вижу, что тут мне еще темноты нужно прибавить. Хотя уже достаточно так неплохо вышли мы в свет. Сейчас подправлю. Так. Угу. Видно, да, такая полосочка осталась. Все, у меня уже все высохло. Ну да ладно. Так, ну, судя по темноте, я пока проиграл. У меня, конечно, акрил высохнет еще. Если у вас две синих краски, если вы еще не начали, у вас две. Одна есть в гуаши голубая, одна есть
ультрамарин. Вот вы голубую можете сюда положить. Будет еще интереснее у вас. Ну, сейчас опять же нет задачи нам идеальную картинку сделать, нам нужно потренироваться. Вот, и теперь важно, я вашей картины не вижу, сделайте так, чтобы здесь перехода этого не было видно, чтобы он скрылся. То есть мы постепенно меняем цвет, слабже делаем. Все прямо, здесь очень темно. Давайте еще посильнее затемню, чтобы сутрирую, чтобы вам было видно. Вот, и вот этот резкий рубеж, он плавным должен стать, очень плавным. Издалека, конечно, будет не видно, нам нужно показать, что это гладь неба. Угу. Так, ну и давайте подверимся. Что там такое? Та-та-да-дам, та-да-да-та-та-та-да. Видно, я сделал черно-белый. Исовый. Так, ну я проиграл. У меня здесь темно. А вот здесь еще светло. Вот это нужно немножко убавить. Видно как? То есть цвет он прямо мешает нам решить задачу. Убираю. Чтобы вам подвериться, да, вам нужно свою картинку сфотографировать на телефон. В телефоне есть функция черно-белый, где вы обрабатываете фотографию. Там пощелкайте вот эти штатные корректоры. Там есть так. А вот тут у меня еще пока светло, да? Давайте. Так, для чего нам нужна темнота, скажите? Зачем мы так темним? Чем нам нужен темный угол? Давайте все-таки подумаем, что ж мы тут так страдаем-то по этой темноте. Для того, чтобы пошла динамика в картине. Видно, что вот здесь динамичное все у меня сейчас стало. Картинка играет, двигается. Ну вот, сейчас более-менее я повторил. Здесь, может быть, я темно сделал. Угу. Теперь правда. Стало правдоподобно. Можно тут еще выбелить, раз мы там... Ну, нет гарантии, что мы там облако это нарисуем. Но если мы тут уже заранее выбелим. Даже можем облака не рисовать на картине, она уже интересна. Она уже динамична. Давайте снова сравним с учеником, который рисовал картину. Еще раз прошу прощения, что взял фотографию без спроса. Если была моя школа, то я бы не спрашивал. Тут из другой мы школы взяли. Классно. Ну что, нарисуем облака сразу тогда. Давайте я начну с угла вот эти мелочь. Так. Натыкаю небольшую. Значит, смотрите, в углу обязательно поставьте, пускай оно вылезает сюда, и вот это облачко, оно, ну, неплохо бы отдельно, но у меня так вместе получились. Сейчас я могу его убрать. Сделаю пустым. Угу. Тыкал, могу пальцем размазать, могу кисточкой. Давайте хулиганство добавим. Значит, форма нам здесь поскольку нам сейчас в размер выйти. Пусть пока облака смешные у вас получится на этой картинке. На следующей сделайте лучше. Вообще я вам рекомендую пока первое время
пару раз брать мастер-класс и рисовать его. Взяли. Так, здесь одно побольше будет. Уйдет вот сюда прямо. Не будем поднимать. И давайте вертикально, оно очень классно смотрится. Первое — это вот эта часть. Такое вот стоит. С хвостом. Вертикально нарисовал. И потом у нее же такой еще отходит хвостик. Делаю тут методом натыкивания. Все-таки рисунок маленький. Так, ну и здесь что-то у нас такое. Мелочь какая-то. Дали. Вспоминайте правило 3 тона. Вот оно сейчас прямо вам и выходит. Даль. Угу, и сам внизу еще тут есть. В общем, весь низ у меня затыкан облаками. Там, если хотите, можете у облаков еще тенюшки сделать, они неплохо так вот, вы увидите тени под облаками. Я сейчас не буду заморачиваться, не наша задача, а то нам бы еще до ракушки дойти. Так, следующие вот эти. А давайте с этого конца начнем. Вот он. Опс. Беру поменьше кисточку. Угу. Видно, они такие неяркие, уже чуть-чуть мутноватые. Я даже могу сразу уже краску намешать неяркую. Взял другую кисточку, та разлохматилась. Что-то ни с того ни с чего. Чуть-чуть приглушенные оттеночки. Не яркие. Показываю, что тут дальние варианты. Ну, из фотографий, конечно же, вы не пишите, тут сложно. Во-первых, критика сразу включится, потому что вы не сможете повторить идеальные вот эти формы. Берите уже, как художник пописал. Художник там еще специально наутрировал всего, как бы вкуснее сделал работу. Вот они какие тут мелкие, мелочь пузатая. Ни за что бы. Еще не видел, чтобы кто-нибудь так вот прям заморачивался и так вот делал. Обычно как-то эти облака никто не видит. Где жирно, я прям беру, процарапываю. Так.
парочку поярче сделал, покрупнее таких. Оп, вот такие. Вот они. Вьетнам. Ну и это вот летающую тарелку тут обязательно сделаем. Она очень тут классно смотрится. Да? Можно было динамику показать, но что-то как-то я горизонтально его залепил. Давайте прозрачное облако покажу. Пускай будет. Да, если вы это еще не сделали, сделайте его под наклончиком. Очень красиво смотрится. Ну и можно внести сюда небольшой тон. Немножко поиграю с облаками, но вы так особо тут не старайтесь повторить пока. Опять же говорю, да, нет задачи у нас с облака написать. Так, ну и вот тут еще немножко такое. Раз структурка, два структурка. Видите, как я делаю облака? 3. Вот так вот. И вот так вот. Угу. Так, ну и чтобы их разделить между собой, так. Такие вот могу еще прибамбасины сделать. Так, что давайте подверимся теперь, что у нас получилось с тоном. Попали мы в тон или не попали. Это надо. Да, знаете, что... Ну, может быть, здесь еще у меня светловато небо. Ага. Ну, почти. Можно еще темнеть. Я не знаю, с чем это связано. Почему у меня так стало светлее. Может, краска так... Ну, так как у меня акрил, у меня потемнеет. Может быть, чуть-чуть еще дать яркости вот сюда, в эти облака. Вот так вот. Чуть-чуть их поярче сделать. Мне хотелось, конечно, но я не верил,
Вот это место может быть чуть-чуть поярче. Первое время неплохо бы вам вот так вот себя проверять. Часть картины написали, проверили ее на тон. Потом у вас уже появится опыт, это видеть все в цветах. Вы видите цвет, понимаете, какой у него тон. Какого тона? Темного тона этот цвет или светлого? Когда вы начнете это видеть все в картинах, в мире, то, поверьте, ваше мышление будет просто отлетать. С таким погружением будете на все смотреть. Очень интересно. Очень интересные наблюдения за собой будут. А мы тогда переходим уже на нижнюю часть. Да, смотрите, как все интересно. Та-да-да-дамс, та-да-та-дамс. Этого я вот так вот перемещусь. Ну что, отделяем. Где у нас будет вода? Этого я возьму песочную краску. Очень светлый цвет. Где-то вот здесь отметьте. Видно, да, здесь у нас выше середины. Однозначно, да, сколько у нас тут получается? Третей. Ну, почти 1/3. Ну, и здесь почти 1/3. Вот это будет песок. Это тоже нам важно сделать. Угу. Так, и теперь, каким тоном это все пойдет? Так, давайте смотреть. Где тут самое светлое место? Правильно, здесь в углу. Так, видно, да? Я убрал цвет лишний, чтобы нам не мешал взгляду. Давайте сейчас мы не будем обращать внимание на ракушку. Вот, но смотрите, какая вода темнее, чем песок. Так, и песочную краску я не буду брать чистую. Я сделаю немножко грязной. Чуть-чуть. Вот, можно синьки чуть-чуть кинуть, можно кинуть. Так, вот кидаю и смотрю, что видно, как темнее я делаю, чем нужно. Темно. Добавляю еще белый в нее замес. Нет, это тоже темная. Не нужна нам такая темень. Вот. На что-то уже похоже. Движение горизонтальное, неважно, что у нас там. И по горизонтальной по ходу воды. То есть вот так мы идем. Ну, в принципе, получилось. Давайте еще проверю, как моя цветность отыграла. Нет, немножко можно подтемнить здесь все-таки вот это место. Мы легко это сделаем. Знаете, на самом деле синяя-то она как-то тут зелену дает. Давайте мы лучше с темной сыграем.
Кинул немножко цвета. Можно пальчиком. Можно кисточкой вмазать. Где-то так, да. Но не больше. Скажите, какой-то сегодня замороченный урок. Что там вот это? Давайте один раз все-таки сделаем, пускай. Мы художники, мы должны постоянно быть в эксперименте. Когда мы уже будем к чему-то конкретному идти, там без всяких экспериментов, это уже не творчество будет, это мы просто свою творческую силу устраиваем на работу. Нам не надо этого. Наша задача, как ребенку, первый раз в жизни, увидев, и что это, как это. Ребенок до 3 лет, он вообще ничего не рисует, он просто изучает это. Что это такое, как капля падает, как она размазывается. А что если я это сюда ткну, то что будет? Если я это ткну, то что будет? И вот очень классно, если вы подойдете к рисованию именно так. А если так намазать, так будет, так намазать. Если будем стремиться к результату, то мы быстро устанем, вымотаемся, и все, и счастья никакого не будет. Понятно? Обратно в цвет. Угу. Кстати, было бы неплохо вот сюда коричневую краску взять, если что. Потом, когда будет у вас. Да, она, наверное, будет более правильнее здесь. Потом мы оставим от воды здесь полосочки. Да, можно и сейчас оставить. Давайте их сделаем. Они сходят вот сюда. То есть полоска вот сюда побежала. Раз. Яркое получилось, ну и ладно. И одна вот здесь. Прямо из угла идет. Где-то может тут еще быть. И вот тут. Это то, что из видимого может броситься в глаза. Окей. Так, ну что, водичка поехала, да? Давайте будем смотреть, что у нас тут. Отражение облаков. Все белое, 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 да? Тут темное и какой-то синий блик, он нам, в принципе, будет интересен. Как нам сделать изумрудную воду? Мы немножко можем зеленый кинуть, можем не кидать. Так, ну что, поехали. Синька. Белого. Примерно, да, вот так вот видно, да, почти попали. Может, чуть-чуть потемнее. Вот, ну, где-то вот это темное до середины идет. Горизонт потом можете взять бумажечку и прям тоже приложить с той стороны, если облака подсохли, провести линию.
Сейчас пока мы так. Так, гоним до сюда. Так, тут посветлее пошла. Просто берем белой краски больше. Попали? Нет. Темнее. Должно быть. Вернее, светлее. Еще светлее. Вот она. Темную эту беру, чтобы не мешало. Угу. Давайте тоном закроем, потом просто нарисуем блики от облаков. Напишем. Вернее. Так, ближе к горизонту она что? Светлеет. Светлый. Значит, движение только горизонтальное. Только горизонтальное. Так, темно. Делаю плавный переход из темного в светлое. Как-то так. Может быть, я тут и натемнил. Ну и, конечно, хочется немножко изумрудности сделать. Делаю изумрудный цвет. Добавляю. А у вас зеленая есть такая изумрудная, цвет влюбленной жабы. У меня такой нету. У меня только такая вот. Есть краска, поэтому я сделаю такой. Немножко грязновато будет, но будет отличаться от основного тона. Такой вот прозрачностью. Я цвета, видите, прямо тут уже замешиваю по привычке в картине. Вы можете заранее приготовить их на палитре. Главное не с тоном не сбиться, чтобы мое тональное решение было правильным. Ну, на первый взгляд, у меня пока светлее это место, чем должно быть. И вот здесь вот потемней. Давайте будем темнить, пока краска есть. Ты не темни. Расскажи всю правду. Конечно же, расскажем. Так, перед тем, как сделать блик, я все-таки проверю, что у меня получилось. Ну да, немножко у меня пока проигрыш по темноте идет. А здесь, наоборот, какой-то блик увидел я. Откуда он взялся тут такой? Вот так. Чуть-чуть темноты, да? Давайте будем добавлять. Угу. Да, просто когда больше краски добавляете, оно реально становится темнее автоматически. Вторым слоем уже идем.
Сегодня мы идеализируем наш образ, такую идеальную картинку создаем. Классно. Так, ну что, пришло время сделать этот блик. Он очень красиво смотрится, такую красоту прям наводит на воде. И блики на воде, такого я не встречал нигде. Давайте чуть-чуть расширю. Вот, и пока он не высох, мы его выцарапываем. Я беру обратную сторону кисточки и делаю сразу волнистость. Нам же нужна. Где-то облака будут отражаться на ней. То есть он должен как-то вмазаться, непонятно, не резко, откуда-то взялся, чтобы он не был элементом конкретным. Так, ну что, давайте возвращать его цвет обратно. Оп. Так, ну что, конечно же, надо исполнить вот эти блики. И под какими-то облаками вы уже видите у себя на рисунке. Есть же вертикальное, да, облако одно у нас. Давайте под ним сделаем. Так, и, естественно, процарапываю. Строго горизонтальное тоже движение, вот эти царапушки. Так, наверное, я возьму маленькую кисточку все равно. Угу. Попробовал открытым цветом сделать. Да, неплохо. Главное на вылет вот эти штуки делайте, чтобы у вас не было таких полосочек. Это будет неправильно, там же вода. Вот эти блики, они полосками из-за того, что волны там есть какой-то неровности воды. Получается вот так. Здесь очень ярко будет. Класс. Вся картиночка заиграла. До таких тонких работ мы дошли тут. Наитончайших.
Так, что тогда делаем еще здесь полоску. Давайте 2 сделаем полосочки. Раз. Вот так все. Такой вот. Угу. И размазываю. Почему я точками поставил, чтобы она не была ровной, да? Следующую. Получилась уже динамика, да, у нас движение? И здесь вот прямо на стыке. Тоже волна у нас за одним стык уйдет. Набегание статической воды. Когда такая вода, очень прикольно так у бережка завалиться. Полтуловище в воде, полтуловище на берегу. Так, ну вроде я здесь не пересветлил. Есть немножко, да. Чтобы света было поменьше, я просто могу вытереть лишнее. Ну, естественно, я могу проверить опять на черно-белое. Еще можно небольшой такой сделать. Волны под углом идут. У нас уходят вот в эту точку вот сюда. Здесь где-то есть. Ну, тут они вообще мелкие. Там как бы вот это видим, а эти волны нам не видны. Так. Давайте. Произведение просится в раму. А, неплохо. В целом неплохо. Конечно, вот этот у меня вылез. Видно сразу здесь. Очень сильно. Этот сильно вылез. Не нужна мне такая яркость. Вот. Угу. Ну, здесь немножко светловато, не хватает здесь яркости. Это вот здесь можно добавить. Это мой первый, который я хотел приглушить оттенок. Не стоит этого делать. Угу. Да и пошире сделаем вот так. Ну да, неплохо. В целом. Я сейчас смотрю вживую, конечно, лучше гораздо, чем на камере. Как-то более правильно передает камера тут очень как-то явно. Ну да, и вот это вот моя бликовастость, которая получилась случайно от акрила, не очень тут смотрится, ну и ладно. И еще, если вы заметите, то у меня гуляет горизонт. Это надо бы поправить. Это важно. Сейчас поправлю. Если у вас тоже горизонт гуляет, можете приложить бумажку и его выправить. Мне сложно это сделать из-за того, что я сижу и смотрю на картинку под углом. Не могу четко увидеть. Вот это вот так. Так, что у нас получилось? Давайте одну хитрость сделал.
Опа. Я вот такую полосочку тоненькую-тоненькую. Как она сделает нашу картинку лучше? Ну, почему нет? Сделает. Интереснее, да, будет? Сейчас мы вот эту полосочку еще беленькой впишем. Такие у нас эксперименты. Угу. Теперь беру обратную сторону кисточки. У меня такая остренькая, или палочку остренькую. И где ее много, этой полоски, я убираю. Это вам то, что сейчас сделано, это много. Так, мне пора тут уже. И чуть-чуточку сейчас я буду вмазывать белым, потому что этого много здесь. Классно? Очень вкусная такая. Это там солнце просто очень сильно осветило вот эту. Сейчас вот такая вот вкуснотень. Если чуть жирно получилось, прямо выцарапывайте. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну что, переходим к ракушке. Появляется ракушка вверху. Ну, сейчас такой мы вообще легко сделаем. Да? Так, ну что, я беру как минимум, сравниваю, да, чтобы она у меня не было вправо-влево. То есть это очень важно. Прямо вот как есть, ничего не придумываю. От верха отступаю. Вот в данный момент у меня полсантиметрика, ставлю точку. Так, теперь нужно поставить нижнюю точку. Где-то от края вот здесь. Нижняя точка почти напротив этой точки. Видно, да? Все, тут уже тень пойдет. Хотите повыше чуть? Ну давайте вот так поставим. Тенью закроется. Так, теперь мне нужно сделать вот эту часть самой раковины, показать, где она. Где раковина открывается. Вот тут она. Где-то будет. Это важно, что вот это вот расстояние между ножкой и раковиной у меня совпало. Потому что вот этот хвостик будет как раз посередине вот этих вот точек. Вот он здесь будет. Ну, может быть, чуть-чуть вверх задран. Вот сюда пойдет. Та-дамс! Видите, как все просто. Так, ну и длину. Длину большую не будем делать. Так, на уровне точки. Здесь вот хвостик. Все. Так, теперь нужно само туловище ограничить по длине. Как-то вот так будет. Все, сверьтесь, не торопитесь, точки прямо. Поставьте точки. Без точек очень сложно сориентироваться. Надо копировать. Ну, в данный момент мы можем заморочиться на эту форму. Ну и поехали. Так, здесь у нас будет вниз идет. Как-то так. Пиу.
Так, сразу возьму коричневую краску и нарисую вот эту часть. Так. Этот хвостик будет вот так вот здесь. Зубастый такой делаю сюда, чтобы все в зубчиках превратилось. Тынц-тынц. Вот так, да? Ну и вниз сразу можно уйти. Вниз уже просто форму повторить, она же симметричная. Ну, по размеру. По зубцам другая. Вот еще один зуб такой на кого-то точит. Ну и сразу отгоражу. Хитрую розовую часть вот эту. Тут не забыть прогиб какой-то сделать. Как будто у меня здесь выпуклости мало, да, получилось? Отлично. Поправим. Да. Ну, с вертикали я встану. Вообще, когда вот такие вещи делаете, лучше вставать. Стоя прямо намечать, то сразу видите все больше. Еще. Все, больше не буду делать. Слишком много внутри прорисовывать придется. Так, ну что, вот это почти белая у нас идет полоса. Давайте ее сделаем. Так, теперь возьму розовую. Делаем. Угу. Так, где еще у нас розовая есть? Сразу наметить. Потом мы ее поправим. Только намечаем. Вот тут в центр поехала такая вот сильная. И можно сразу сюда мазнуть. Здесь светло-розовая.
Угу. Ну, потом можем песка сюда добавить. Ну, пока вот просто сделаем для того, чтобы было. Так. Далее вот такие вот эти вот красоты. Попробую я песочной краской сделать. Пойдет, не пойдет, здесь я такое делаю. Да, вроде ничего. Ух, сюда. И ух, сюда. Угу. Лишнее, что мешает, берем. И размажем. Ой, уже застыло. Ну и ладно. Так. Сейчас мне нужно переход розового сделать. Немножко забелим сразу пятно тогда. Да, в принципе, и так уже есть. Угу. Так, мы всего сейчас накладываем, потом будем дорабатывать. Элементики дорабатывать, тень дорабатывать, цвет дорабатывать. И пока мы здесь вот не нарисуем темень, у нас будет тут вообще непонятная косорага. Поэтому все потихонечку. Вот, пошел белый. Белый, плавно переходящий в песок. Так, ну, в принципе, да. Не знаю, идете вы за мной или нет. Если не успеваете, ставьте на паузу. Никуда мы не торопимся. Времени у нас навалом. Добавил вот такую вот интересную штучку. Затемнил здесь чуть-чуть. Так, ну что у нас? Пока тут два синих глаза, давайте их спрячем. Навожу красненькой. С розовой такой. Белого. Нормально или все-таки надо будет песочным сделать здесь?
Давайте запищаним. Угу. Немножко высветлить. Вот так. Песочной краской тут усиливаю вот этот элемент. Вот и отделить вот эту яркую часть нужно полосочкой. Оп. Ну что, почти. Чуть-чуть еще здесь сейчас. Чуть-чуть еще здесь сейчас замажем. Бело-розовый. Очень бело-розовый. Да, и пока мы не сделаем низ, то смысла нет сюда возвращаться, что-то править. Так, давайте низом. Ой, какой золотистый цвет, прям красивый. Где ж мы возьмем-то такой? Так, взял желтую. Желтую. Давайте желтой поработаем. Может и получится. И коричневый. Так, рисую ножку. Раз ножку нарисовал, два ножку нарисовал. Ну, что-то вот здесь вот так вот. Так, собственная тень пошла. Сейчас, чтобы что-то вообще увидеть, мы должны сделать вот такую вот бяку. Сейчас пока усиленно, потом ее чуть подсветлим. Вот она. Вот она, собственно, тень, которая сделает нам всю картинку интересной. Угу. Так, ну и да, здесь рефлекс от тени. Тень освещается водой, поэтому она синяя, да? Фиолетовая такая. Давайте фиолетовый сделаем ее. Ух, волнение. Барабанная дробь.
Так, ну что, у нас тень длиннее, чем сама ракушка. Вот до сюда здесь кончик у нас. Значит, где вот это располагается, чуть ниже белой. Вот тут она будет. Опс. Ой, волнуюсь. Так, здесь она где будет? Ниже? Ниже. Вот тут, да? Опс. По высоте где будет? Где-то вот. Ну, почти на этом уровне, да, вот этой. Упс. Сюда она такая выехала. Оп. Зубчики. Этот зубчик почему-то сюда посмотрел, вниз. Ну, пускай смотрит сюда. Вот так. И легкими изгибами. Да, тут у нас желтая тень будет. То есть я прямо возьму, наверное, песочной краски сюда чуть-чуть добавлю. Помесь такая будет. Ага. Выдвигаем тень. Что так мы берем прямо. Давайте возьмем коричневую. Песочную, да, можно тенюшку немножко вытащить еще сюда. Угу. И потом пошла фиолетовая уже перемещаться. Здесь фиолетовая будет. Такая она. Так, сейчас я подровняю. Пока не ровная. Фиолетовенькая, прям красного кинем. Видите, как приходится изобретать тени. Что это такое? Цветные тени пошли. Так, ну что, я тут перетемнил, конечно, и здесь у меня больше, чем надо. Перебор тут. Здесь берем немножко. Ну и здесь доделываю. Немножечко песка добавляю. Чтобы не такая мрачная была она.
За один раз картина не пишется, мы должны будем потом еще на следующий день что-нибудь такое приделать к ней. Так, я пока убираю голубизну. Сейчас того, что темню, но буду уже белить. Тут вот потыкаю. Угу. Так, и теперь возьму где-то чисто белый, где-то... Ну, скорее всего, она перемешается, пока у меня тут все в акриле. Много-много тыкалок. Ну да, чисто белое не очень, надо все-таки немножко ее приглушить. Угу. Да и нужно еще песка, наверное, подмешать в эту краску. Да, тут неплохо бы сделать этот ярко выраженный переход вот этой темноты. Будет полезен. Угу. Ну и в целом где-то я вытыкаю эту темень. Так, я уже не комментирую, потому что мои комментарии могут вас сбить. Просто смотрите на образец, что изменить, что улучшить. Ничего не Чем меньше вы придумываете из головы, тем более точнее и правильнее будет работа. Более правдоподобная. Конечно, мы можем что-то напридумывать, но давайте будем придумывать потом, когда появится опыт, и уже будет реальная идея что-то придумать. Сейчас мы всего лишь пишем картины, на которые можно чему-то научиться. Вот. И чем меньше мы придумаем, тем больше мы научимся. Вот так. Подсветлил немножко. Так, под низом есть такие вот, мне нравится вот тут краснота вот эта. Сейчас я попробую сделать. Не знаю даже как. Просто, наверное, натыкаю красного. Здесь. Это может даже проделки принтера, но они очень вкусные здесь. Прям красиво смотрится.
Вот, естественно, яркое такое вот. Прямо ярчайшее место. Сейчас мы его обозначим. Это желтое с белым. Такое вот оно в виде птички. Такой вот. Упс. Да, получилось? Нет. Не очень. Наверное, надо просто поменьше сделать и капельку сделать чисто белого, наверное. Нет. Так, ну давайте еще посмотрим, что мы там в ракушке не сделали. Что-то может смягчить. Это яркая полоска. Я увидел, что здесь можно сделать потемнее вот эту часть. Вот так. Потом у нас хвостик этот не сделанный вообще никак. Мы просто помечали, что здесь. Вот как раз его подправлю. Так вот. Ну, здесь песок такой желтый, желто-белый. Надо внести его, он будет более правильный тут. Чем это вот краснота. И здесь очень яркое пятно белое. Вот так. Усиливаю здесь белизну, так как это вот как раз белая часть, она прям должна сиять на солнце. Так, саму пимпочку мы еще не сделали. Она вот сюда немножко убегает. Так, красиво, да. Кончик здесь острый. Так. Так, опять снова, да, напоминаю, что к ракушке нужно вернуться на следующий день. Возвращаемся, смотрим, чего там, где перетемнили, где пересветлили. И если у вас работа сейчас, ну, скажем так, плохо получилась, можете этот урок еще раз повторить.
Просто зайти, еще раз открыть его, еще раз написать. Прямо, может, по этой же картинке, что у вас там правочки какие-то внести. Что сейчас вы чего-то могли увидеть, чего-то могли не увидеть, услышать, не услышать, были отвлечены чем-то на что-то. Вот. Или переписать в другом размере, тогда вам нужно взять референс реальный и больше размер формата взять, или наоборот меньше. Вообще поиграйте с форматами. Какой-то формат вам будет подходить, какой-то не будет подходить. И так далее. Ну что, давайте черно-белое посмотрим, что у нас случилось. Ну, немножко, да, я перетемнил, конечно, с тенью. Ну ладно, я люблю просто тень. Убавим. Тень надо убавить. Сейчас еще ракушку сделаем. Ну, может быть, вода чуть темновато получилась сейчас, когда подсохла у меня. Вот, а так, в принципе, песочек тот самый. Вот это немножко темно сделалось. Ладно, ничего. Вот так, знаете, вот прям почти все попал. Да, и вот эту нужно красноту помягче сделать. Видно, так как сразу можно корректировать правильно. Вот у меня взгляд наметанный, то я не попадаю. Не попадаю, потому что много деталей, нужно на все разорваться еще. Я сейчас немножко не в процессе из-за того, что я пока вам объясняю все, ухожу в работу. Ну так все. Ну да, в целом уже картиночка играет. Видно, да? Да, тень перетемнили, но ничего. Так, ну, естественно, сейчас давайте посмотрим картину ученика. Как там он, далеко ли от нас ушли вот эти вот изменения, да? Изменения, посмотрите, небо какое объемное. Посмотрите, земля объемная, ракушка объемная, вода, облака. Примерно вот такой мы должны придерживаться стратегии. И это будет очень легко понимать вам через тон и цвет. Понятно, что картинка смотрится ляписто, из-за того, что мы ее рисовали не для просмотра с расстояния полметра. Мы ее рисовали для просмотра с расстояния 2-3 метров. Это пока мы начинаем, мы так всегда делаем. Иначе нас этот перфекционизм просто выкинет из творческого процесса, и все. Одна женщина там говорит, я, говорит, картину нарисую, потом замажу, нарисую, потом замажу. Когда я объяснил, что все-таки картину давайте с 3 метров будем смотреть, она говорит, я, говорит, перестала это делать. Все картинки как-то нормально стали. Ну что, картиночку в раму, на стену. Не забудьте поставить подпись. Дату можете поставить. Ну и похвалить себя, конечно же, не мешает. Что же делать? Памс. Ура!